Srimad Bhagavad Gita, chapter 3. Yes. Karma Yoga. Arjuna Uvacha Jayati Chet Karmanasti Mata Buddhir Janardana Tatkim Karmani Gore Mam Niyojayasi Keshava. Мы с вами начинаем 3 главу Бхагавад-гиты, стих 1. Шашнай Прабhu. Прочитайте. А может быть, еще там в начале вот краткое содержание есть? We have a short introduction in the module. Yes, yeah, please read that. Yes, for the first section. Шашнай Прабhu, кто читает? Вы можете прочитать? Краткое содержание 3 главы. В Бхагавад-гите 2.49 Кришна говорит: «О Дхананджая, оставь всю порочную деятельность, отдайся преданному служению Будхи-йоги и в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда». Это наставление смутило Арджуну. Будхи-йога – это бхакти-йога, что буквально означает йога разума, будхи. Таким образом, указание Кришны означает, что Арджуна, пользуясь разумом, должен избегать всякой порочной деятельности. Для того, чтобы подчеркнуть важность этого наставления, Кришна во 2 главе использует слово «будхи» или «разум» 10 раз. Итак, Арджуна пытается избежать сражения, поскольку считает его порочной деятельностью. Однако Кришна продолжает убеждать его сражаться. Вот почему в данной главе Арджуна просит Кришну прояснить эти противоречия. В предыдущих стихах Кришна упомянул, что не следует искусственно отрекаться от деятельности. Выполнять свои предписанные обязанности нужно, но без привязанности к их результату. А в этих стихах Кришна объясняет, как следует поступать тем, кто еще не может действовать в духе отречения, но стремится к этому. Удовлетворяя свои материальные желания в соответствии с религиозными заповедями, человек рано или поздно очищается. Цель всех жертвоприношений – удовлетворить Вишну. Кришна описывает зависимость роста злаков от жертвоприношений и поясняет, что Вишну является их создателем. В стихах с 17 по 21 Кришна говорит о положении человека, постигшего свое истинное «Я», и о его отношении к деятельности. Даже будучи свободным от обязанности выполнять свой долг, он все равно продолжает это делать, просто чтобы показать пример другим. Так, сам стих надо прочитать теперь. You read the purport also? No, not yet. Шашнай Прабhu, кто стих читает? Давайте я прочитаю тогда стих. Должно. Арджуна сказал: «О Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту войну?» Комментарий. В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы вызволить своего близкого друга Арджуну из океана мирской скорби. Он также указал ему путь духовного самопознания, будхи-йогу, или путь сознания Кришны. Некоторые люди ошибочно считают практику сознания Кришны пассивным методом духовного совершенствования и пытаются пробудить в себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Но человеку, который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны вместе, поскольку это не принесет ему ничего, кроме дешевой популярности среди неискушенных людей. Арджуна тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны, будхи-йогой, то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, значит удалиться от дел и совершать аскезу в уединенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Но, будучи искренним, серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и спросил, как лучше всего поступить. Отвечая Арджуне, Господь Кришна подробно рассказал о карма-йоге или деятельности в сознании Кришны,
который это глава Бхагавад-гиты. Okay. So, what misconceptions do people have about advancing in Krishna consciousness? Какие существуют ошибочные мнения о практике сознания Кришны? Yeah, who is Eugenia? Евгений Матов, может, ответите? Харе Кришна. Hare Krishna. Поклоны. Какие ошибочные... Можно еще раз вопрос? Какие ошибочные мнения существуют о практике сознания Кришны? Прям М, все обычно. А скажите, пожалуйста, 3 глава, какой текст? 3.1. 3.1. Первый текст. Мгм. Но если не заглядывая в текст, я поняла, что ошибочное мнение — это что нужно от всего отречься. The misunderstanding is about the idea that one has to renounce everything. Okay. Yes. Because we constantly keep reading about how everything is Maya, right? Да, потому что мы часто читаем о том, что все есть майя. When we first come to Krishna consciousness, we see that, all this is illusion. And we think we should give up everything and just, live in seclusion, only serving Krishna. И когда мы знакомимся с философией сознания Кришны, мы понимаем, что все иллюзия, и единственная реальность — это служение Кришне. And we think that this is the way we can advance in Krishna consciousness. Is it not? И мы думаем, что отречение от всего и есть способ развития сознания Кришны, не так ли? Yeah, so what are the problems then? What happens? Но какие проблемы это влечет за собой? Что дальше происходит? If we prematurely renounce, then what happens? Что будет, если преждевременно отречься? Это кому вопрос сейчас? Who is supposed to answer? Евгений Матов, может, Yes. продолжить. Are we able to overcome the material desires? Поможет ли это нам избавиться от материальных желаний? Да, но если мы не готовы, если наш ум не готов, то, скорее всего, нам эти желания могут опять нас управлять нами. If we are not ready, we can again fall under control of our material desires. Yes. And then what happens? We're very disturbed, right, in advancing in Krishna consciousness. И это приведет нас в беспокойство, и тогда о дальнейшем развитии сознания Кришны можно будет уже забыть. And then we don't know how to balance our lives, right? We think all these are material, so this is not important. Нам I будет, will only do spiritual activities. нам будет трудно сбалансировать свою жизнь, потому что мы будем считать материальные обязанности незначительными и отдавать приоритет духовной деятельности. And so then we are not able to interact with people around us. We don't know how to get along in this material world. Это приведет к тому, что мы не будем знать, как взаимодействовать с людьми и как вообще вести себя в материальном мире. So with the result, we become like Mayavadis. В результате мы будем вести себя как майявади We become little impersonal. или имперсоналисты.
because we are afraid that we may become attached to this material world. Из страха развить привязанность к материальному миру. And we don't know how to see this material world. Мы не будем понимать, как правильно относиться к материальному миру. And we become very frustrated with our own material desires. И будем разочарованы из-за своих материальных желаний. So that's why, Arjuna is asking on behalf of us to Krishna that you are saying that Krishna consciousness means full surrender and, only always thinking about Krishna and so on. But then what do I do? Does it mean, why are you asking me to do my work, material work? Здесь Арджуна задает вопрос от нашего с вами лица. Он говорит, что если сознание Кришны подразумевает отречение и предание себя Господу и преданное служение, зачем ты побуждаешь меня выполнять эту материальную деятельность? So actually what happens is when we are doing material work, then we tend to forget Krishna, isn't it? Дело в том, что когда мы заняты материальной деятельностью, мы склонны забывать о Кришне. And so that is why we are afraid. When we are chanting and we're doing devotional service, then we can remember Krishna. Именно этим нас пугает материальная деятельность, потому что, в отличие от нее, когда мы заняты духовной деятельностью, когда мы повторяем Святое Имя или служим Кришне, то мы можем помнить о нем. So the same thing Arjuna was thinking, that if I engage in the war, then I cannot be thinking about Krishna. I cannot become spiritual like the way he wants me to do, being aware of my spiritual identity. Также рассуждал Арджуна, он говорил, если я буду сражаться, я не смогу помнить о тебе, Кришна, я не смогу сознавать свою духовную природу. We find that, isn't it? When we start our Krishna consciousness and for quite some time, until we understand this philosophy, we don't know how to remember Krishna and still act in the material world. Мы сами с этим сталкиваемся на начальных шагах в сознании Кришны. Мы не знаем, как можно заниматься материальной деятельностью и одновременно помнить о Кришне. So the reason why we cannot think of Krishna when we're doing material work is because we think that the results of that work should be enjoyed by me. И наша неспособность думать о Кришне, занимаясь материальной деятельностью, связана с тем, что мы думаем, что плоды этой материальной деятельности принадлежат нам. Or we think that I am going to control everything, and that's how things work. Мы думаем, что мы контролируем все. So the first step in purifying our consciousness is to at least pray to Krishna for our material desires to be purified. Поэтому первый шаг к очищению сознания — это хотя бы научиться молиться Кришне, если у нас есть какие-то материальные желания. So that is why we have the karma kanda, where all these homas and yajnas are performed so that we can have a good material life. Для этого существует карма-канда, все эти многочисленные хомы и яги, призванные помочь человеку достичь успеха в материальной жизни. And then by doing that, gradually one comes to the awareness that I'm not this body, but I'm soul. И когда человек идет по пути карма-канды, постепенно он приходит к пониманию того, что он не тело, а душа. And then those who are advancing, they can, what is it? Those who've got the knowledge, then, they are progressing. They're trying to control their senses. So that is the bhakti yogi who is trying to advance by controlling the senses. Развиваясь дальше, человек рано или поздно научится контролировать свои чувства, и тогда он уже находится на ступени бхакти-йоги. And then you have
the perfected person who has no attachment at all to the results, and still he does the work. И самая высокая ступень совершенства — это человек, который выполняет свои обязанности, он занят материальной деятельностью, но он полностью не привязан к плодам своего труда. But somehow we have to connect with the Lord during all our material activities. Но так или иначе, какой бы материальной деятельностью мы ни были заняты, мы должны как-то увязать ее с Господом. Initially, it may be to ask Him to please bless me with material happiness. Вначале это может быть молитва, обращенная к Господу, чтобы Он благословил нас материальными удовольствиями. Even that is purifying because thinking of Krishna purifies us. Даже такое настроение очищает, потому что вообще любое упоминование о Кришне очищает. And then when we realize that these material things are not important, then we are trying to control our senses and tolerate difficulties. Потом, когда мы понимаем, что материальные достижения не так уж и важны, мы учимся терпеть и контролировать свои чувства. And we are praying to Krishna, please let me not have these material desires, let me only desire to serve you. И молимся уже по-другому, говорим: Кришна, пожалуйста, помоги мне избавиться от материальных желаний, помоги мне развить только желание служить тебе. And when we have enough love for Krishna, then we'll not be disturbed even when we are doing material work. Если наша любовь к Кришне достаточно сильна, тогда мы не будем испытывать никаких беспокойств, даже когда мы заняты материальной деятельностью. So you see, it's not the work itself, but our consciousness which we need to change. Поэтому менять нужно не деятельность как таковую, а наше сознание. Any questions or comments about this? Есть ли какие-то вопросы или комментарии к сказанному? Actually, it is very difficult to act in such a way that you engage in activities but with knowledge. На That's, самом деле действовать в таком сознании очень непросто, когда вы действуете, но действуете со знанием. and that is why Chaitanya Mahaprabhu has come and made it very easy for us. Вот почему Чайтанья Махапрабху явился в этот век и максимально упростил для нас этот путь. So he says, okay, chant Hare Krishna, that'll take care of everything for you. Господь Чайтанья призывает: повторяйте Харе Кришна, об остальном я позабочусь. You don't have to separately do yajnas to ask Krishna for material things. Вам не нужно отдельно совершать яги и просить Кришну о каких-то материальных благах. And then when we are chanting, when we are depending on Krishna, when we're chanting Hare Krishna and doing our duty, then automatically what happens is that we think more about Krishna than the results or our enjoyment. Если, выполняя свои обязанности, мы повторяем Харе Кришна, то естественным образом мы начинаем больше думать о Кришне, чем о том, как мы будем наслаждаться плодами своего труда. And when our love for him keeps increasing, then then it's easy to not be disturbed and continue doing our work where there is great ecstasy just in pleasing Krishna. Наша любовь к Кришне усиливается, и нам становится все проще выполнять деятельность просто как служение и испытывать экстаз от того, что мы делаем что-то для Кришны. And Chaitanya Mahaprabhu has made us get that feeling of ecstasy, bliss and all that by telling us to do devotional service and preaching. И по милости Чайтаньи Махапрабху мы можем испытывать это блаженство, это экстаз, просто занимаясь преданным служением и проповедуя. Then it will be easy for us that all the material work also we do for the Lord's satisfaction. И действуя в таком настроении, нам легко будет даже свою материальную деятельность посвящать удовлетворению Господа.
And we are completely dependent on the Lord for executing the duty nicely. Нам просто будет полагаться на Господа в том, чтобы как следует выполнять свои обязанности. And we leave the results also completely to Him. И полагаться на Него полностью и в том, что касается результатов нашей работы. We find that, if we try to manipulate results, then we get into a lot of problems. Мы поймем в какой-то момент, что если мы будем пытаться манипулировать результатами, то это повлечет за собой множество проблем. So a devotee is mainly only chanting, even when in problem, is depending on the Lord for everything. Преданный, даже когда у него есть какие-то проблемы, он концентрируется на повторении святого имени и на Господе. So we see that how Hare Krishna mantra has really made it easy for us to follow the principles of Bhagavad Gita. И мы на практике видим, как мантра Харе Кришна позволяет нам без труда следовать принципам Бхагавад-гиты. Yes, Eugenia, you want to share something about how, how Hare Krishna is helping you to follow the principles of Bhagavad Gita? Наверняка у вас есть что рассказать на тему, как повторение святого имени помогает вам следовать заповедям Бхагавад-гиты. Да, наше воспевание всегда как-то приносит умиротворение в разум, в ум и более спокойно, уверенно. When we chant, our consciousness becomes more peaceful, and we can act in a more conscious way. Yes. Здесь вот вопрос такой интересный, что в тексте Прабхупада пишет, что в этот век не рекомендуется ежедневный баджан. И, в принципе, получается, что воспевание святого имени тоже может быть материальной деятельностью. I have a question in purport. Srila Prabhupada says that там прямо буквально такой дневный баджан, да? Потому что я не вижу, где это. Есть такой момент в уединенном месте. Вот, написано, что не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте. Мгм. Несет. Srila Prabhupada says that it's not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place. Does it imply that even the chanting of the holy name may be a material activity if done in a wrong consciousness? No, it is not a material activity, but the mind is very strong. And the mind will not, instead of allowing us to chant in a helpless way, in a devotional way, we might become very proud that, I don't need people and see, I'm so advanced and so on. Слова Шрилы Прабхупады о том, что не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, не означает, что такое повторение может быть материальной деятельностью. Нет, здесь речь о том, что ум может стать очень сильным, и мы будем считать себя великими святыми и требовать какого-то почитания, какого-то уважения. And if we continue in that consciousness, then we'll fall down. И если продолжать повторять святое имя в таком настроении, это приведет к падению. So, it doesn't mean that everyday chanting, if you're otherwise associating with devotees, that is the criteria. What Prabhupada means is that we should not think that I don't need devotees, I will be on my own. Just go off somewhere like yogis, sit alone and chant. That's what he means. Otherwise, every day, okay, some people like to chant by themselves, but maybe close to devotees, but they like to chant on their own. That is okay. This is what means you don't identify yourself as part of the group of devotees and want a separate identity for yourself. То здесь речь идет о критерием является общение или отсутствие общения с преданными. Допустим, кто-то может быть
повторяет джапу утром один, а не вместе с преданными, и это нормально. Вопрос в том, он себя вообще отождествляет с преданными, или он держится как-то обособленно от них. Yeah, is that okay? Понимаете, да? Okay. Any other? А можно еще вопрос задать? Да, говорите. Скажите, пожалуйста, что делать, если сильно привязан к плодам? What to do if I'm too much attached to the fruits of my labor? It doesn't matter. You chant Hare Krishna and continue doing your work very nicely. Но это не имеет значения. Повторяйте Хари Кришну и продолжайте добросовестно выполнять свои обязанности. And try to give something for Krishna's service, some part of it. Но постарайтесь что-то давать для Кришны, для служения Кришне, какую-то часть плодов посвящать ему. So that, you know, you're satisfied materially with the results. At the same time, you're also making some progress of detachment. Тогда вы будете в материальном плане удовлетворены результатами своего труда и при этом будете духовно развиваться. Спасибо. Thank you. We'll go to the next verse. So practically, yeah, we decided. Actually, Sachitanya Prabhu, all the questions are ready. I will take it out and I'll share it I'll send it to you. Сачна Прабhu, кстати, вопросы готовы. Я позже вам пришлю их. Здорово. Может быть, какие-то, если нужно, можем сейчас начать по первому стиху. It's fine, maybe we can use them if you have them by the hand. Okay. Vyamishreneva vakena buddhim mohayasiva me tad ekam vada nischitya yena shreyoham apnuyam. Евгений Матушев, может быть, прочитаете текст второй и комментарий? Да, сейчас. Твои противоречивые наставления смутили мой разум. Поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу? Комментарий. В предыдущей главе, которая является вступлением к Бхагавад-гите, были описаны различные пути и методы духовного совершенствования. Самхи-йога, будхи-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность. А также рассказывалось о положении преданного неофита. Все это было изложено без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно. Поэтому Арджуна хотел разъяснить все кажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Арджуну с толку многозначными речами, Арджуна все же не до конца понял, как применять метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он стремился сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл Бхагавад-гиты. Yeah, so what is that? What's the question here? Okay, the second question for the first text was, how is Arjuna trying to misuse Krishna consciousness for his own material comfort? Вопрос to the second verse. No, it's the first verse. Вопрос к первому стиху был, как Арджуна пытается исказить сознание Кришны ради обретения материального комфорта. Как он пытается использовать сознание Кришны для обретения материального комфорта. How is he misusing? He was trying to say that Krishna, you're saying that
intelligence is better than work. Он, по сути, говорил: Кришна, ты хочешь сказать, что разум выше, чем деятельность. And what did he want to do actually, Arjuna? И чего на самом деле Арджуна хотел этим добиться? Did he want to fight? Хотел он сражаться или нет? Он хотел уклониться, написано, от участия в битве. He wanted to refrain from fighting, Используя Yeah. это как предлог. using this as an excuse. Yes. So this is how sometimes, we tend to misuse, Krishna consciousness to do whatever we want. Так, мы порой хотим использовать в своих интересах сознание Кришны, чтобы заниматься тем, чем нам хочется. One example is during Prabhupada's time, there were some devotees who did not want to take the burden of looking after after their family. Ну вот есть пример из времен Шрилы Прабхупады. Тогда были преданные, которым не очень хотелось как-то заниматься семейными делами, обеспечивать семью. Maybe they didn't like their wives or whatever. Может, им их жены не нравились или еще какие-то были причины. So they told Prabhupada, I want to take sannyas. И вот один такой преданный сказал Шриле Прабхупаде: Прабхупада, я хочу принять саньясу. But Prabhupada made a rule that only to one who is really interested in, serving, who wants to preach a lot and felt very renounced, only such people should be given. Тогда Шрила Прабхупада ввел правило, что саньясу можно давать только тому, кто хочет полностью посвятить себя проповеди и кто действительно очень отречен. If somebody just felt, oh, material life is so difficult, I'll take sannyas, he didn't encourage that. Если кто-то хотел принять саньясу просто потому, что было очень сложно вести материальную жизнь, Шрила Прабхупада это не поощрял. Okay. Then, the second question is, how was Arjuna trying? Okay, can you read the note, Prabhu, for 3.2? Здесь есть примечание к второму тексту. Арджуна, видя противоречие между кармой или деятельностью радиоплодов и гьяной, то есть знанием об отличии души и тела, просит Кришну развеять его сомнения. Yeah. So people think that either I should do karma or I should do jnana separately. I can't combine the two. How can I do karma and jnana at the same time? Обычно люди считают, что нужно заниматься или кармой, то есть деятельностью радиоплодов, или гьяной, то есть развивать знания. И они не понимают, как можно одновременно делать и то, и другое. But the good thing is, he is asking his spiritual master Krishna to tell him which is better for him. Но что положительно в этом вопросе Арджуны, это то, что он обращается за разъяснениями к своему духовному учителю Кришне. In his case, Krishna wanted him to fight. For another person, Krishna might say, no, don't fight, you renounce. В данной конкретной ситуации Кришна хотел, чтобы Арджуна сражался. Может быть, в какой-то другой ситуации, в случае другого преданного, Кришна бы хотел, чтобы тот отрекся. And that's why also sometimes, people confused about which job to do or whether to get married or not. И такие вопросы часто возникают у людей, например, устраиваться на ту или иную работу или нет, жениться или не жениться. And so then if you consult the guru, then according to our situation, he will know what will be best for us. И в такой ситуации лучше посоветоваться в гуру, чтобы лучше разобраться, что действительно для нас подходит. But basically we are learning how to, we are doing karma, but with knowledge that actually Krishna is the enjoyer of everything. И тогда получается, что мы будем заниматься кармой, то есть деятельностью, но со знанием, с пониманием того, что любыми плодами любой деятельности наслаждается Кришна. And the confusion occurs because we are so used to thinking that I'm the enjoyer.
А вопросы и сомнения возникают потому, что мы привыкли считать себя наслаждающимся. So we should not stop work, but we should continue doing work and improve our consciousness that I'm not the enjoyer, but Krishna is the enjoyer. Поэтому надо не прекращать деятельность, не отрекаться от нее, а работать над своим сознанием и развивать понимание того, что Кришна наслаждающийся, а не мы, и что ему принадлежат плоды всей нашей деятельности. And that if Krishna enjoys, then I will also automatically enjoy. Если Кришна будет доволен, то естественным образом и мы тоже будем довольны. It's not that, Krishna is going to be happy and enjoying and I'm going to be miserable. А не то, что Кришна будет доволен, а я буду страдать. Okay. So, any questions on this, or shall we go to the next Если one? вопросы или следующий стих разберем. Правильно получается, что нужно правильно понять, каким образом действовать. Нужно обратиться обязательно к какому-то человеку, которому мы доверяем, допустим, и духовно продвинутому личности, чтобы правильным образом, что нужно делать. Is it correct that in any situation when it's not clear what to do, we have to seek advice from some person whom we trust? Yes, we must, because otherwise we will not be able to judge very clearly. We can get confused because of our material attachment. Да, потому что в противном случае из-за материальных привязанностей мы можем не оценить ситуацию правильно и сделать плохой выбор. То есть, видимо, Because you see, Arjuna, if he had to decide on his own, he told Krishna, I think this war is not good, so I'm going to go. I'm not going to fight. Ну вот смотрите, например, Арджуны, какое решение он сам самостоятельно принял? То, что не надо сражаться и надо уйти с поля битвы. да, вот бывает, что преданный, допустим, ведет бхакти-врикшу, у него не получается, и он разочаровывается, как бы, видимо, в себе или в служении и открывает, там, перестает вести бхакти-врикшу. Но нужно было бы, допустим, обратиться к какому-то старшему преданному, чтобы спросить, а что не так, и что нужно поправить, наверное. Связано ли это с нашим служением? This can be applied to our service also because sometimes Bhakti Vriksha leader fails, he becomes confused and disappointed, and he could seek some advice from his seniors, but instead he decides to quit. Yeah, this whole culture should be there of getting advice. That is the Vaishnava method. Да, поэтому необходима такая культура советов, культура заботы. Это вообще вайшнавский метод. Because only when we are humble and we consult, then Krishna will give us the right, knowledge. If you're very proud and think, oh, I know everything myself, then it will be Maya who will be controlling us. Если мы смиренны и понимаем, что мы не знаем сами, что для нас лучше, тогда Кришна может дать нам знания. А если мы очень горды и считаем, что мы лучше всех все знаем, тогда Майя будет нам давать советы. So that's why we must have regular meetings so that Bhakti Viksha leaders are used to, giving reports and inquiring from their seniors. Из этого вытекает важность регулярных встреч лидеров, когда они свои отчеты подают, когда они советуют со старшими. And they should also invite the senior leaders to please visit some of our programs, even picnics, and so on. So that the Bhakti Viksha leader should not feel that he is some independent leader. Также важно, чтобы лидеры
групп приглашали более старших лидеров себе на программы, на пикники, чтобы у них не развивалось умонастроение независимости. Then he'll find that not only is his consciousness very good and he's getting all the blessings from not only the devotees but also from Guru and Krishna, and then his service is improving. И тогда такой лидер будет чувствовать, что он получает благословение преданных Гуру и Кришны, и его сознание будет развиваться в правильном направлении. That is the secret for their success. В этом секрет успеха. Как лидеру вот в этой ситуации быть, если, точнее, лидеру сектора, допустим, если он, что, ну, как бы, слуга лидера Бхакти-врикши, он вот в такое положение попадает, ну, или не открывается, там, у него нет, видимо, может быть, отношений таких, чтобы он вот регулярно рассказывал о сложностях каких-то. Что ему делать? What should the sect leader do if one of his group leaders is not opening his mind, is not telling about the difficulties that he is facing? I mean, the sector leader should anyway inquire about the members, how they are doing and so on. So over a period of time, then the Bhakti Vriksha leader will understand that he needs the sector leader. Лидер сектора все равно должен продолжать спрашивать лидера группы о житье, бытие его подопечных, и в какой-то момент лидер группы поймет, что ему нужен лидер сектора. See, the sector leader should not feel disturbed. You know, even parents go through this problem. When the children are growing up, in the beginning, they feel, now I don't need my parents, I'm all independent. А так лидер сектора не должен расстраиваться с такой ситуацией. С подобным сталкиваются любые родители, когда ребенок достигает такого возраста, когда он думает, что ему родители не нужны, и он сам уже совсем справится. So it doesn't mean, I mean, okay, we want people to become mature, we want them to do everything. At the same time, there's nothing wrong in reporting and taking guidance. Мы, конечно же, хотим, чтобы преданные стали самостоятельными и зрелыми, но с другой стороны, нет ничего плохого в том, что их призывают к какому-то порядку и отчетности. And you see, the Bhakti Vriksha, it really encourages people, the leaders have been so selfless in training all the members to become leaders themselves. В Бхакти Врикше очень силен дух такой вот искренности и бескорыстия, потому что лидеры всех уровней заинтересованы в том, чтобы воспитать из своих подопечных тоже таких же лидеров, как и они. So it is a complete transformation of the way of thinking of people. И это радикально отличается от обычного настроения людей. Because normally what people, even in their spiritual life, when they're doing services, they are thinking only about their own services. They're not trying to train others. Потому что обычное умонастроение даже духовного человека заключается в том, что он думает только о собственном успехе, он не думает о том, как помочь прийти к успеху другим. In Bhakti Vriksha Bhatt, we are following Chaitanya Mahaprabhu's method of empowering people. Но на Бхакти Врикше мы следуем методу Господа Чайтаньи, который заключается в том, чтобы передавать полномочия другим. Because only in this way we can expand and reach out to more and more people. Потому что только в этом случае мы можем расширяться и охватывать все больше и больше людей. And it will also make us, selfless and without any pride or envy. Кроме того, этот метод позволяет нам становиться все более бескорыстными и избавиться от гордыни и эгоизма. We don't feel envious that, oh, somebody is preaching very nicely. Why are they doing better than me?
Мы же не завидуем, когда видим, что кто-то успешно проповедует. Мы же не думаем, что это он так хорошо проповедует, лучше, чем я. But rather we are happy. Oh, Krishna consciousness is being spread. Let me also do more. Наоборот, мы радуемся, видя, как распространяется сознание Кришны. Это вдохновляет нас еще больше стараться служить Кришне. So the sector leader has to be very patient because he should understand that the Bhakti Vriksha leader initially may act a little independent or proud. Поэтому лидер сектора должен быть очень терпеливым. Он должен понимать, что лидер группы вначале может действовать как-то корыстно или движимой гордыней. But then he will not be able to progress much. He needs the leader. Но в таком умонастроении он далеко не уедет, поэтому старшие ему нужны. So the sector leader can continue to do his service. И лидер сектора просто продолжает выполнять свое служение. And soon the Bhakti Vriksha leaders will learn what should be their attitude. И рано или поздно лидер Бхакти-Рикши поймет, какое умонастроение правильное. That's why we need to have regular meetings. And now we're working on this second level Bhakti Vriksha, boiling the milk modules based on Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. И это опять нас подводит к важности регулярных встреч. И здесь я хочу сказать, что мы продолжаем работу над модулями для BV.2, кипячения молока на основе игр Господа Читания. Then people will also understand what is this mood of Lord Chaitanya. Чтобы, занимаясь по этим модулям, преданные смогли понять, в чем заключается настроение Господа Читания. And practical application, they'll discuss about what should our mood be and what is wrong in being proud and so on. Чтобы они не только теоретически это поняли, но и в обсуждении смогли понять, а какое умонастроение правильное, как мне избавиться от гордыни и нежелательных качеств. Is that okay? Это отвечает на ваш вопрос? Да, конечно, спасибо. Yes, certainly, thank you. Okay, text 3. Shri Bhagavan Uvacha Lokesmin Vividha Nishta Pura Prokta Maya Nagha Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. Баха Прабу. Может быть, сможете прочитать текст и комментарий, чтобы поучаствовать в танго? Харе Кришна. Харе Кришна. Можно еще видео. Не получится. Хорошо. Ну, прочитайте текст или что? Текст и комментарий, правильно ведь я понимаю? Да. Мгм. Верховный Господь сказал: «О безгрешный Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу». Комментарий. В второй главе Бхагавад-гиты, 5 стих, Господь назвал два метода духовного самопознания – санхья-йогу и карма-йогу или будхи-йогу. Здесь он рассказывает о них более подробно. Санхья-йогой, аналитическим изучением природы духа и материи, занимаются люди, склонные к размышлениям, стремящиеся познать окружающий мир посредством чувственного опыта и философских рассуждений. А трансценденталисты другого типа идут путем сознания Кришны, который был описан в 61 стихе 2 главы. В 39 стихе 2 главы Господь также говорил, что, следуя путем будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается от пут действий и их последствий. А в 40 стихе в этом методе нет изъянов. О том же самом, только более определенно, сказано в 61 стихе 2 главы. Заниматься будхи-йогой значит полностью полагаться на Всевышнего Кришну. Так человек сможет без труда обуздать свои чувства. В сущности, оба этих метода йоги взаимозависимы, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентименты или даже фанатизм, а философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений. Высшей целью всех трансценденталистов является Кришна.
Философы, которые искренне и серьезно ищут абсолютную истину, в конечном счете тоже приходят к сознанию Кришны. Об этом сказано в Бхагавад-гите, 7 главе, 19 стих. Цель самоосознания – понять истинное положение души в ее отношениях со сверхдушой. Путь, которым идут философы гьяни, обходной. Он тоже может привести человека к сознанию Кришны, но не сразу, а спустя много времени, тогда как другой метод – это непосредственная практика сознания Кришны. Из этих двух методов лучшим является метод сознания Кришны, так как он не требует очищения чувств посредством философских размышлений. Метод сознания Кришны сам по себе очищает человека от материальной скверны. Будучи непосредственным служением Господу, он одновременно прост и возвышен. Харе Кришна. Спасибо. Prabhu, Nityanand Prabhu, can you read Yes. that 3-point note? You read it? No, I've read it now. Здесь есть еще примечание из лекции Шрилы Прабхупады по Бхагавад-гите по стихам 1 с 1 по 5, 3 главы, прочитанных в Лос-Анджелесе в 1968 году. Есть люди, склонные к философскому поиску истины, и есть люди, склонные, не раздумывая, следовать религиозным ритуалам. Бхагавад-гита – это научно обоснованное сочетание того и другого. Человек должен быть религиозен, но также должен иметь философское понимание религии. В противном случае он превратится в религиозного фанатика. Мы видели много таких горе-философов. Они только занимаются тем, что выступают на разных конференциях. А если вы посмотрите на их личные качества, то увидите, что они далеки от совершенства. Можно развить в себе дар красноречия, но как это поможет духовной жизни? С другой стороны, когда вы повторяете Хари Кришна, то это сразу же приносит результат. So real Sankhya Yoga and real Bhakti Yoga or Karma Yoga. So this Sankhya Yoga is, ultimately, philosophical understanding, but finally it reaches to Krishna consciousness. Так, речь об истинной санкхи-йоге и истинной бхакти-йоге. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что истинная санкхи-йога в итоге приходит к бхакти-йоге. But Prabhupada says that you should start chanting Hare Krishna first and also understand things philosophically. Шрила Прабхупада говорит, что начать нужно с повторения святого имени, и также необходимо философское понимание. But this method is much faster because we are depending on Krishna and Krishna purifies us very quickly. Но метод бхакти более быстрый, потому что мы сразу полагаемся на Кришну, и Кришна очищает нас. But those who don't have so much faith in Krishna, they need to first, understand a lot of things, analyze and understand it philosophically, and then only they are ready to surrender. Если же у человека нет веры в Кришну, то ему необходимо проанализировать очень много, философски рассмотреть разные вопросы, и в итоге он, опять же, приходит к необходимости вручения себя Кришне. See, bhakti is so pure that it doesn't even require jnana or vairagya. It is independent. Метод бхакти настолько чист, что он не требует ни гьяна, ни вайраги, он самодостаточен. And that's why in Krishna consciousness, we ask people to chant Hare Krishna, prasadam, and do services even before they start, understanding the philosophy. Поэтому в сознании Кришны мы просим людей есть прасад, повторять Хари Кришна, читать книги, хотя они даже еще и не понимают основ нашей философии. And then, because they are doing all these things, when they start listening or reading to the philosophy, they understand it very easily. И потом, когда человек уже занимается изучением философии, начинает слушать или читать лекции, книги, ему все сразу становится понятно. And that's what we do in the Bhakti Vrikshas also. We first give people more of bhakti and some amount of philosophy also. But because they, they are engaged in devotional services, they advance very quickly. Then they're able to understand all the philosophy very nicely. То же самое происходит на Бхакти Врикше. Мы делаем акцент на Бхакти,
И добавляем немного философии, поскольку с первых дней человек занят практическим преданным служением, понимание философии идет гораздо легче. And Prabhupada says, what's the point of just talking very nicely, but if you're not following anything? Шрила Прабхупада говорит, какой смысл в этом красноречии, если вы сами ничему не следуете? So for a Bhakti Vriksha leader, the most important qualification is not that he can speak very well. Поэтому, если говорить о лидере Бхакти Врикши, то его главное качество — это не красноречие. More important is to see how much he is following, Krishna consciousness. Его главное качество — это его личное следование принципам сознания Кришны. Yes, any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Oh, Правильно я понимаю, что вот на Бхакти Врикше, когда человек попадает, мы его сразу стараемся погрузить в практику сознания Кришны. Единственное, что бывает вот вопрос такой, что люди не готовы. И вот как слуги лидеру, может быть, заранее готовить людей к тому, что они сразу будут в эту практику, может быть, новым людям. Вот как It seems that from the very beginning we should immerse a person into practice of Krishna consciousness, but what to do if he is not ready for that? no, they are ready to chant, isn't it? Are they ready to chant? Человек, если не готов, а повторять святое имя он готов? Ну вот иногда мы бывает, что узнаем об этом только на Бхакти Врикше сразу. Sometimes we understand it right on the Bhakti Riksha meeting, whether he is ready or not Ready for what? for chanting. То есть человек, допустим, ну, где-то новый контакт появился, мы его пригласили на Бхакти Врикшу, он заинтересовался, ему сразу дают четки в руки и предлагают. What I mean is that suppose we get a new contact and we invite a person to Bhakti Riksha, he comes and we right from the beginning give him beads, and this is when we discover whether he is ready to chant or not, because we do not have any prior information. No, it doesn't mean that, in the beginning, just as coming to the class itself is his devotional service. Ну, начнем с того, что то, что человек вообще пришел, это уже начало преданного служения. And then we ask him, would you like to chant? Would you like to try chanting every day also? И он пришел на Бхакти Врикшу, мы его спрашиваем, хотите вместе с нами почитать джапу? Хотели бы вы каждый день это делать? So because of the effect of association, prasadam and kirtan and so on, a person progresses very fast. И так, благодаря хорошему общению, просаду и киртану, человек начинает довольно быстро развиваться. So that is also devotional service, isn't it? Это тоже преданное служение, разве не так? He's doing Shravanam, Kirtanam, all that with Он us. участвует в шраванам, киртанам. Да, это очень мощно. This is very powerful. Просто иногда просто люди бывают не готовы. Ну, мы должны просто как подготовить, потому что они вот. It's powerful, but sometimes a person is not ready for that, and we have to make him ready somehow. Ready for what? Chanting japa? Быть готовым к чему? Подготовить к чему? К повторению джапы? Да, то есть к повторению джапа мы, в принципе, конечно, подготовительные эти тексты читаем. Просто, может быть, иногда просто бывает, что люди, которые приходят, они не готовы там сказать, что что-то их смущает. Просто я много раз слышал, что, ну, может, не много раз, но иногда, что это первое впечатление у преданных, которые приходят на первый раз на Бхакти Врикшу, у них это, что они попали в какую-то секту, а потом уже, когда отношения развиваются, они понимают, что все хорошо. To get them prepared for chanting japa also, because we often hear from devotees that when they came in the first visit,
they thought that they are joining some sect, and only later they develop relations with devotees and feel more comfortable. So ideas, maybe we should somehow prepare people so that they do not have some cultural shock. То есть на Бхактиврикшу иногда мы можем, как сказать, подготавливать людей, допустим, дополнительные программы, вот, которые и вы говорите, нужно проводить BV.0. So this is the idea behind zero level program. So we get people prepared for Bhakti Riksha. Yes. Should we stop now? Ну что, на этом остановимся. Да, спасибо большое. Yes, thank you so much. Okay. До встречи. Харе Кришна. До следующей недели. Okay. Thank you very much. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava ki jai. Харе Кришна, да, правда.